Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Каких женщин вы притягиваете? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Знаете, вы человек, который просто фанатично любит своих детей, если они у вас есть. У кого же детей нет, вам очень и очень хотелось бы, чтобы у вас был малыш. Но по какой-то причине не сложилось, да? Ну, по крайней мере, пока не сложилось. Я вам скажу, что вы прожили довольно непростую жизнь. Очень часто вот вами окружающие манипулировали. Вернее, вы позволяли манипулировать, особенно это касается близких людей. Вы позволяли женщинам манипулировать, вы позволяли, там, может быть, друзьям, родственникам манипулировать. Вы прекрасно видели, когда вами управляли, но вы просто, знаете, из-за любви к своим близким, да, вы позволяли это делать. Особенно вы сильно разбаловали женщину, которая была в вашей жизни. У кого-то это была, возможно, не одна женщина, да, потому что у кого-то 2-3 брака было, либо же отношения. Но ситуация особо не меняется. Я вам скажу, что в вашей жизни не обошлось и без черной магии. Это довольно такая непростая тема, это очень серьезная тема. И, конечно же, здесь нужно в каждом личном случае смотреть отдельно, да, делать диагностику, у кого какая магия, для чего делал, кто делал. Но я вам скажу, что, ребят, прислушайтесь к себе, проанализируйте свою жизнь, особенно, может быть, в последнее время. Проанализируйте вообще ситуацию, которая происходит в вашей жизни. Да? У кого-то это черная полоса, у кого-то бывают вообще непонятные состояния, да, когда и перепады каких-то вот настроений, агрессия сменяется такой добротой, когда вот постоянные эмоциональные качели. У кого-то это все, за что вы беретесь, не ладится, да, вот, допустим, работать начинаете, у вас сначала все хорошо, все рушится, берете следующую работу, там, да, что-то, может быть, бизнес у кого-то, либо еще что-то, и у вас все валится из рук, у вас ничего не получается. Ну, я приблизительно, да, говорю, я утрирую, но у каждого будет по-своему. Поэтому, смотрите, ребят, если у кого-то есть какие-то такие симптомы, да, непонятно, что происходит, у кого-то по здоровью, может быть, могут даже врачи не находить никаких болезней, а человек чахнет, да, непонятно, что происходит. Поэтому я предлагаю вам сделать диагностику, да, вот если, конечно же, вы хотите, чтобы ваша жизнь улучшилась, и тогда вперед из песни к новым берегам, потому что если на вас есть негатив какой-то, а на многих он может быть, потому что он выпал в раскладе, хоть он и общий, на многих он может быть и действительно очень сильно негативно влиять на всю вашу жизнь, и в том числе на личную жизнь, на работу, на здоровье, на все, абсолютно на все сферы, потому что у всех негатив разный. Здесь, кстати, могла постараться женщина, которая с вами была в отношениях. Больше говорить не буду, потому что это уже будет личный расклад. Там я более подробно рассказываю, что, как и почему. Далее я вам скажу, что вы очень любите путешествовать. Вот вы такой человек, который любит помечтать, да, о дальних странах. Вам хочется увидеть это в конце концов. Кто-то себе позволил, кто-то пока еще не может позволить. Возможно, вы денежку себе собираете, чтобы поехать в какую-то страну, да, вот узнать что-то интересное, новое, вот в таком ключе. А кто-то, возможно, даже путешествует там, ну, где-то даже по своей стране, ну, по красивым местам. А вы вообще такой вот любитель природы, вы отдыхаете душой на природе, вы как будто вот подпитываетесь природой, да, вот деревья, птички поют, солнышко, да, вот настолько это вас подзаряжает, когда вам, ну, грустно бывает, печально, да, вот когда, казалось бы, сил нет, когда все надоело, то природа вот в каком-то смысле вас вдохновляет. Это может быть еще связано и с рыбалкой у кого-то, да, особенно когда это одиночная рыбалка, когда сидишь один на природе, рыбачишь,
и просто вот наедине сам с собой, да, можешь и подумать, и расслабиться, и отдохнуть душой. Напишите в комментариях, ребят, у кого это резонирует, кто любит природу из вас. Далее, смотрите, вас, конечно же, по жизни прельщают очень сильно красивые женщины. Ну, без этого никуда. Ну, в любом случае, вы смотрите на внешность, на фигуру, да, на крокодила вы, конечно же, не посмотрите. Потому что, ну, вы такой, знаете, истинный ценитель и любитель женской красоты. Хоть вы, конечно, мне и пишете многие, что вот главное, чтобы человек был хороший, да. Ну вот давайте, если по-честному, не кривить душой, но с крокодилом, но если будет у этого крокодила красивая душа, ну, я думаю, вряд ли кто-то свяжется. Вот, ну, напишите, ребят, ну, по-честному. Ну, важна все-таки внешность, да? Потому что у мужчины, ну, такова ваша природа, вот. Психология ваша такая, что мужчина должен гордиться своей женщиной. Вот гордиться во всех отношениях. И внешностью, и то, какой она человек, да. Когда ты идешь с ней по улице, а во след оборачиваются другие мужчины. А ты идешь и думаешь, елки-палки, на нее все засматриваются, а она-то моя. Понимаете? Поэтому я, когда слышу, что главное, чтобы был хороший человек, ну, я так с трудом в это верю. Конечно, бывают разные исключения, но, тем не менее, все-таки внешность важна. Я вам скажу, что среди вас есть такие товарищи, которые, в принципе, в свое время очень хорошо зажигали с женщинами. Я не говорю, что все, ну, есть такие, да, потому что это общий расклад. Причем, что вы довольно неплохой любовник. Просто единственное, что сейчас вам некому показывать свои такие вот любовные таланты. Даже те, у кого сейчас есть, допустим, женщина, у кого-то это просто отношения, у кого-то еще могут быть, кстати, ну, такие, назовем это соседское сожительство, да, когда вы живете вместе, вроде бы это имитация семьи, но вы еще вместе. Но здесь не хочется в таких отношениях никакие свои азы в интиме показывать, да. Не хочется ничего такого, что могло бы зажечь, взбудоражить вашу кровь, потому что отношения не те, не хочется в них вкладываться, тем более в интим не хочется вкладываться, потому что те, кто сейчас в отношениях, там, ну, большой вопрос, вы одной ногой стоите уже, ну так, на грани разрыва. Поэтому, ребятушки, я вам скажу, что вот с женщинами как раз, с женщинами у вас печалька, вот печалька, несмотря на то, что вы пытаетесь как-то всю жизнь по-хорошему все урегулировать с женщинами, пытаетесь вкладываться, да, пытаетесь заботиться, любить, ну, так, как умеете. Каждый, конечно же, по-своему это делает, но, тем не менее, вот как-то женщины по жизни не ценят то, что вы для них делаете, к сожалению. Давайте будем теперь разбираться, каких же женщин вы притягиваете в свою жизнь. И сразу же мне показывает, знаете, какой кошмар. Сразу же мне показывает, что вы притягиваете вот женщин лицемерных, вы притягиваете женщин, которые, ну, имеют завышенную самооценку, женщин, любящих красивую жизнь, которые любят командовать, управлять. Вот я такая вся звезда, я вся главная, а ты там где-то у меня ниже плинтуса валяешься, да, и все мои хотелки исполняешь, да. Очень неприятно звучит, согласитесь, но тем не менее, то, что вы позволяли делать, вот так к вам и относились. Ребят, вот без обид говорю, как есть. Вы знаете, что у нас, в принципе, психологические такие расклады, да. Я знаю, что вы многие мне пишете, что вам очень помогают мои объяснения. Мне очень приятно это. Я, конечно же, продолжаю это делать. Вот смотрите, пресловутая такая известная фраза. К нам относятся так, как мы это позволяем. Запомните это на всю оставшуюся жизнь. Если вы позволили один раз себя унизить, оскорбить, это будет 100%. И второй, и третий раз, и пятый, и десятый. Вот вы позволяли женщинам своим так к себе относиться. Естественно, вы это позволяли, потому что вы их очень сильно любили. Вот парадокс, да? Казалось бы,
ты наступил на свою гордость, да, ты на многое закрывал глаза, ты много чего ей позволял, ты даже позволял себя унижать и оскорблять, да, где-то вы могли смолчать, где-то перевести в шутку все ее оскорбления, да. Ну вот правда же, ребят, вот напишите, я уверена, что многие из вас переводили в шутку какие-то ее колкости, какие-то оскорбительные фразы. Да, в душе вам было очень больно это слышать, но вы, чтобы не раздувать скандал, переводили это в шутку. Ну правда ведь? Вами вообще вот ваши пассии, да, вот женщины манипулировали до такой степени, они настолько тонко манипулировали, что, ну, вы были готовы ради них отдать реально, ну, последнюю клеточку свою отдать просто ради этих женщин. Сейчас вы об этом жалеете. Вот сейчас вы жалеете. Но, тем не менее, как сложилось, так сложилось. Вот вы притягиваете таких женщин, ребят, которые очень сильно вами манипулируют. Причем даже у вас у многих уже есть страх, что, не дай бог, еще одна такая появится. Ну, типа, я такую больше не выдержу, да, я уже еще одного удара, я не переживу. Вот в таком ключе. Вы, знаете, вот своей такой вселенской вседозволенностью помогаете женщинам видеть из себя веревки. Вот я уже много раз говорила в своих видео, да, но скажу еще раз. Возможно, кто-то не слышал, да, вот новые подписчики, гости канала. Когда вы растворяетесь полностью в отношениях, в женщинах, да, ну, это очень быстро надоедает. Какие бы ни были хорошие отношения, женщина расслабляется, она привыкает, что вы всегда верный пес у ее ног. Вы всегда будете делать все, что она захочет. Она знает, что вы любите, она знает, что вы пойдете на любые жертвы, и она будет борзеть все больше и больше. Она все больше будет садиться вам на шею. Она все ваши красивые поступки будет воспринимать как что-то должное, да? Поэтому я всегда говорю, ребят, понятно, что да, когда любишь человека, хочется раствориться в нем, хочется 24/7 там быть, ну, действительно, как золотая рыбка, либо же джин, да, вот любой каприз. Но все-таки, вот я вас настоятельно прошу, когда у вас появятся новые отношения, дозируйте, да, вот те времяпрепровождения с вашей женщиной. И не забывайте про себя, про свои хотелки, да. Не нужно 24/7 быть с женщиной. Я не призываю быть холодным там, либо же каким-то еще не очень хорошим там. Я просто призываю больше любить себя, потому что в первую очередь любой человек должен любить сначала себя, потом всех остальных. Вы должны, знаете, вот, ну, хочется вам, допустим, посидеть там с друзьями раз в неделю. Ну, скажите, дорогая, у меня сегодня мальчишник, я пару часиков там с мужичками потусуюсь где-то, да? И все. Если она начинает что-то вам выступать, вот ты мне не уделяешь время, а ты скажи, ну, я тоже человек, да, мне тоже хочется побыть с друзьями, да? Я ведь ненадолго, я тебя все так же люблю, я все так же твой верный пес, так скажем, да? Но я хочу немножечко и себя побаловать общением. Ну, я сейчас приблизительную фразу говорю, вы можете это по-другому сказать. Но, тем не менее, дайте женщине понять, что вы не будете ее рабом 24/7, что у вас есть какие-то свои дела. Дорогая, извини, я сегодня задержусь, да, мне нужно там какие-то дела решить, а не мчаться домой, потому что тебе так захотелось. Понимаете, о чем я? Поэтому вот это такая, знаете, основная ваша ошибка, вы потому притягиваете женщины, они, знаете, как будто, вот как пчелы на мед на вас летят, у вас, ну, просто на лбу написано, из меня можно вить веревки, ребят. Ну вот без обид, ну честно. Вот я добряк, из меня можно вить веревки. Поэтому я вам говорю, в следующих отношениях, дозируйте, вот дозируйте. Не нужно каждый день женщину забрасывать подарками. Не нужно там, вот как особенно у кого позволяют средства, каждый день букеты цветов. Вот я вам говорю это и как женщина, и как психолог. Да, поначалу это прикольно, каждый день букет цветов, там он у твоих ног.
Ну, пройдет неделя-другая, и ты привыкаешь к этому букету цветов, и ты уже просто воспримешь его как веник очередной, да? А когда вот этот букет будет неожиданно, да, когда это будет сюрприз, когда ты не знаешь, когда он тебе его подарит, но это совершенно другое ощущение. Понимаете, о чем я говорю? И так во всем. Дозируйте, ребят, дозируйте и помните, что вы тоже живые люди, что несмотря на то, что у вас, допустим, будет любимая женщина, вы тоже должны помнить про свои хотелки, правда ведь? Кому-то хочется на рыбалку, кому-то хочется на охоту, кому-то просто где-то там в сауне попариться с друзьями. С друзьями, ребят, не с девочками, я не об этом. А именно вот с друзьями, да? Ну, то есть делать то, что хочется. В конце концов, очень часто бывает как, да, вот отступление немножко наше такое будет, может, побольше, но все-таки, я думаю, это важная информация, которую я вам хочу донести. Очень часто мужчины, да, вот я думаю, вы заметили в семье, ну, это как, ну, доедалка, грубо говоря, да. Я думаю, вы многие это прошли. Вот, допустим, все, что не доели, там, жена, дети, это папа докушает, да. Ну, то есть здесь, простите за мой французский, здесь и собаку не нужно заводить, у нас папа все докушает. Но ведь правда, это и смешно с одной стороны, а с другой стороны печально. Папа доест, не доел, папа доест, да. То есть даже вот смотрите, элементарное купите. Захотелось вам какую-то, не знаю, там мандаринку, апельсинку. Пошли купили, да? Ну, вы тоже живой человек, вы хотите, вы не будете просто доедалка. Я тоже живой человек, я хочу тоже что-то покушать, то, что мне хочется, правда ведь? Поэтому, ребят, я маленькую такую профилактическую работу с вами провела. Я думаю, вы будете на верном пути теперь и не будете позволять женщинам вить из себя веревки. Да, вы будете их все так же любить, вы будете заботиться и так далее, но ни в коем случае не забывайте о себе. Потому что, смотрите, вот вы притянете снова королеву, вы снова притянете манипуляторшу, вы снова загульную женщину притянете. Понимаете, если вы будете все позволять, она просто расслабится вот рядом с вами. И станет скучно от ваших подарков, от вашей такой, знаете, удушающей любви, потому что любовью можно тоже душить. Вот любовью можно реально человека, ну так, настолько задавить, загрузить, что эта любовь уже как бы от нее захочется просто избавиться от такой любви. Понимаете? Поэтому, ребят, я вас очень прошу, вот проведите такую, знаете, ну, самоанализ проведите, что ли, да, вот своих поступков, у каждого они будут свои, что вы делали, как вы делали, да, и вы поймете, вот, используя эту информацию, которую я вам сказала, вот вы поймете, где ваши ошибки и как себя вести. Ни в коем случае не холодно, я к этому не призываю, нет, просто не забывайте о себе всего лишь. И в вашей жизни не будет никаких снежных королев, потому что она немножечко так приспустится, да, когда вы ей скажете: дорогая, у меня сегодня встреча, прости, я тебя все так же люблю, но я буду занят, да? И она перестанет просто борзеть. Женщины начнут, ну, немножко по-другому себя ощущать с вами. Вот эта их планочка немножко занизится, потому что вы покажете: у меня тоже есть характер, у меня тоже есть мнение, у меня тоже есть какая-то своя жизнь и свое личное пространство. Понимаете? Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!